Всем добрый день! Посмотрите на эту красоту. Сегодня мы будем готовить мерчимек тавук чорбасы. Почему по-турецки? Ну, потому что вот чечевицу первый раз попробовали как раз в Турции. Именно вот в турецком знаменитом супе мерчимек чорбасы. Поэтому, когда приехали домой, стали с удовольствием готовить. Итак, что нам для этого понадобится? Картошка. Такими кубиками произвольными. Потом чеснок. Чеснок я почистил, вернее, вот потер на такой вот штучке. Терочка у меня такая есть маленькая. Она мне очень нравится. Ну, можно, если у кого-то нету такой терки маленькой, можете просто чеснокодавилкой выдавить, либо мелко порезать. Далее лук понадобится тоже для зажарки. Кстати, это для зажарки. Вот у меня красный лук, можете взять обычный белый, ничего страшного. Дальше понадобится нам одна небольшая помидорка, тоже мелко порезанная для зажарки. Укроп. Вот по поводу укропа тоже как бы вопрос, да? Ну, кто-то там, например, шеф Ивлев говорит, не добавляйте укроп, он убивает, вообще берет на себя весь запах, вкус. Ничего подобного. Тут он не прав. Вы можете любую зелень добавить, которая вам нравится. Нам нравится укроп. Мы как бы не в ресторане, здесь нет у нас технологических карт, поэтому, что касается зелени, вы абсолютно можете добавлять любую, какую вам нравится. Так, и сама, естественно, чечевица. Почему красная? Ну, потому что она, в отличие от других чечевиц, зеленых там и всех остальных, готовится очень быстро, всего 10 минут. Замачивать в воде ее не нужно. Вот она сухая, перед тем, как варить, я ее просто промою пару раз, и все. Кто-то скажет, а про тавук-то ты забыл? Нет, про тавук я не забыл. Вот она, наша курица. Предварительно я ее сварил, филе, то есть грудку. Она остыла. И вот здесь самый интересный момент будет с этой курицей у нас происходить. Но опять же, это я так заморачиваюсь. Вы, если хотите, можете ее просто мелко порезать. А я буду делать с ней немножко другие вещи. Итак, как же мы будем заморачиваться с нашей курочкой? Все очень просто. Казалось бы, мы просто будем разделять ее на волокна. Вот примерно на такие кусочки. Занятие нудное, долгое, но когда в конце вы добавите эту курицу, ну, практически в конце, после того, как приготовится суп, там картошка, чечевица сварится, то финальная часть самого супа, когда он уже будет готов, вся вот эта курица, именно сделанная таким образом, там очень красиво будет смотреться. Опять же повторюсь, не хотите связываться? Ну, ради бога, нарежьте просто кубиками или как вы хотите. Тут уже дело каждого. Но советую все-таки заморочиться. Ничего в этом сложного нету. Она как бы сварилась, она такая нежная, свежая, она только что остыла. Она не твердая и очень легко разделяется. Ну вот, прошла неделя. Но это шутка. Посмотрите с одной грудки, сколько получилось воздушного мяса. Вот такая целая тарелка. Вот у меня получилось, терпения хватило. Вам слабо? Почему у меня получилось? Почему терпения хватает? Ну, потому что я на отшибись никогда не готовлю. Если вы готовите на отшибись, то это не еда, это корм. И смотрите, что мы будем еще добавлять в наш суп. Кикик по-турецки. По-нашенскому тимьян обычный. Вот мы его и будем добавлять, потому что тимьян в Турции добавляют повсеместно, везде, и в салаты, и в первые, и вторые блюда. Вот мы его покупали в Турции именно для этих целей. Практически кончился, но у нас есть еще. И будем добавлять мы еще наны. Наны это у нас мята. Кто-то скажет, ну мяту в суп это что-то какой-то трэш. Нет, на самом деле мята сухая и у нее не такой яркий вкус,
но где-то что-то она дает какую-то неповторимую нотку. Поэтому ее мы тоже добавим. Итак, давайте начнем готовить нашу зажарку. У нас немного раскалилась плита. Начнем с лука. Сильно обжаривать не будем, нам тут цвет не нужен. Лук и так красивый. Нам здесь нужен вкус. Ну, уже красиво. То есть уже можно в суп закидывать. Ну, это шутка, конечно. Так, когда лук немножко поджарится, мы добавим чеснок. Чеснока я взял тоже как бы немало. Лишней не будет. Абсолютно. То есть, когда он жарится, проходит термическую обработку, пропадает у него этот ядреный запах. Вот. И остается просто вкус. Такой неповторимый вкус чеснока. Вот. А сейчас запах, конечно, волшебный просто. Просто волшебный запах. Я забыл сказать про томат-пасту. Мы ее тоже будем добавлять. Она должна быть очень хорошей, очень качественной, чтобы потом не было грустно, когда вы начнете пробовать и кушать свой суп. Так, немножко лук-чеснок поджарился. Вот теперь можно добавить помидоры. Все. Тут уже и звук, и запах. Все совершенно по-другому и звучит, и пахнет. Сейчас мы добавим еще томат-пасты. Сейчас немножко поджарится, добавим томат-пасты. И будет совершенно красиво. Так, добавляем томат-пасту. Я думаю, 1 столовой ложки будет достаточно. У нас нет цели приготовить томатный суп. У нас есть цель приготовить вкусный суп. С чечевицей. Какой же запах-то идет, а? Как же вкусненько-то. Так, еще, наверное, убавим, чтобы она тут не брызгала. У томат-пасты есть такое свойство. Булькать и брызгать все вокруг. Ну, я думаю, пару-тройку минут достаточно будет. Посмотрите. Шедевр кулинарный. Очень вкусно. Так, ладно, не будем мучить нашу поджарку. Мы добавим немножко кипяченой воды. Убавим огонь. Так, размешали. Я тут не добавляю ни соли, вообще ничего. Это будет в процессе все добавляться в суп. Так, еще убавлю. Накрою крышкой. Ну, я думаю, минут 10 достаточно будет. Итак, основная часть приготовления супа. Здесь у меня бульон получается, в котором варилось филе. Добавил я воды, естественно. Ну и засыпал сразу картошку вместе с чечевицей. То есть мы будем просто ждать готовности картофеля. Чечевица варится 10 минут. Если картофель будет вариться дольше, ничего страшного. Абсолютно. То есть если даже чечевица немножко переварится, да и ради бога, и бог с ней. Не хуже от этого точно не будет. Ну что, кипит, бурлит. 10 минут подождем, попробуем картофель и будем закидывать заправку. Сейчас, кстати, уже можно добавить, наверное, соль,
какие-то специи. Сейчас я вот кикик добавлю, наны добавлю. Пусть немножко пропитывается бульон. Так, добавил я мяту, добавил я тимьян, кикик, наны. О, слушайте, ну пошел сразу запах. Турецким кафе запахло. Блин, как вкусно это все, наверное, будет. Ну, не наверное, а будет точно. Так, прошло у нас где-то 5-6 минут. Теперь я хочу добавить мою любимую приправу. Хмели-сунели. Я ее как бы везде добавляю. Но и этот суп у нас не исключение. Он получится такой пряный у нас. Кстати, здесь тимьяна нету в составе. Мята есть, если что, имейте в виду. Поэтому много не будем закидывать. Так, немножко. Но суп уже получается, смотрите. Блин, запах какой. У меня почему-то начинают слюни сразу течь. Ну что, картофель практически сварился. Давайте добавим вот эту красоту. Мелко порванную курицу, которой я занимался неделю. Она еще будет отдавать немножко своего, то, что между волокнами остался там жир, вкус. Ну, в общем, пусть она немножко, естественно, покипит. Просто сейчас я помешаю, и вы посмотрите, какая красота получается. Смотрите, а? А вот когда она минут через 5 сейчас покипит, и мы добавим туда заправку томатную, это просто идеально будет все. Ну что, картофель у нас приготовился. Смотрите, и чечевица у нас разварилась. Но это прям вот абсолютно неплохо. Давайте наконец-то добавлять нашу зажарочку. Она тоже настоялась у нас. Очень вкусно пахнет. Добавили. Размешали. Ну, я думаю, надо повариться, дать еще минут 5, не больше. Смысла нету в этом, чтобы переваривать. Во! Посмотрите. Вот оно волшебство. То есть, если бы вы курицу просто кубиком там порежете, либо как-то, ну, имеет место быть. Но здесь, смотрите, это что-то ж оригинальное получается. Вот прям как в турецких кафе. Не знаю, мне очень так нравится. Ну что, суп готов, с плиты сняли. И тут же добавляем сразу укроп. Прям весь вот этот сток большой, сколько вы нарубили. Прям сверху добавляем, перемешиваем. Кстати, это не у меня в животе урчит, это у нас холодильник урчит. Не знаю почему. Ну что, вот такое волшебство вы сегодня увидели. Сейчас будем сервировать. Ну что, ребят, посмотрите на этот шедевр очередной мой. Вот такой я скромный домашний повар. Я вам настоятельно рекомендую добавить в чорбу, ну, в суп, дольку лимона. Так, без фанатизма, небольшую совсем. Будет вкус немножко другой. И гораздо вкуснее, вы потом это поймете. По поводу хлеба можете есть, можете не есть. Это уже ваш выбор. Вот. На камеру я суп пробовать не буду. По одной простой причине. То, что я пробовал его без камеры. И прыгал тут до потолка от того, что я понял, что турки так сделать не смогут. А вы сможете, если посмотрите это видео и поделитесь им со своими друзьями, родными и близкими. Поэтому всем приятного аппетита!